Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как связать вот такой узор крючком. Вязала я его вот по этой схеме. Ссылку на эту схему я дам в описании под данным видео на своем канале в YouTube. Также в этом видео я покажу вам, на что обратить внимание и куда я, по крайней мере, вкалываю крючок, чтобы полотно не косило. Ну, а вам уже делать выводы. Вязать моим методом или как вы привыкли. Вот перед вами схема. Смотрим. Раппорт составляет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель. И перед раппортом 1, 2, 2 воздушные петли. И после раппорта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значит, вам нужно набрать такое количество петель, которое бы делилось на 8 плюс 9 петель. 2 до раппорта и 7 после раппорта. То есть запишем n, деленное на 8, плюс 2 и плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В итоге я набираю 49 петель. Набираем удобным для вас методом, кто как привык. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. 49 петель. Вот я набрала цепочку из 49 петель. Дальше смотрим. У нас 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Которые нам заменят столбик с одним накидом. И одна воздушная петля, вот она, это будет арка. Значит, в итоге мы должны набрать 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Теперь смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В седьмую петлю мы должны провязать столбик с одним накидом. Считаем с петли на крючке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я провязываю вот сюда, вниз. Сейчас еще раз покажу. Затем воздушная петля. И далее столбик с накидом. Одну петлю пропускаю. И в следующую вяжу столбик с накидом. Не за петлю, вот не вверх. Потому что петля вытянется. А вот сюда вниз. И далее идут. Одна воздушная петля, столбик с накидом. Петля пропускается, столбик с накидом. Воздушная. Одну пропустили, в следующую вяжем. Столбик с накидом. Опять воздушная петля. Одну пропускаем, в следующую петлю вяжем. Одна воздушная. Одну пропускаем, в следующую вяжем.
Итак, вяжем до конца ряда. Итак, вывязываю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Поворачиваю вязание. И сразу же вывязываю 3 столбика с одним накидом. Причем вывязываю не под эту петлю, иначе она вытянется, а вот сюда. Вот тогда получится у вас конкретно столбик над столбиком. Один, два, три, 4. Затем в арку вывязываем незавершенный столбик с одним накидом, то есть провязываем только накид. Затем в столбик вяжем вот сюда. Не под петлю, а вот сюда. Два. В арку 3. Вот сюда. 4. В арку 5. Вот сюда. 6. И в арку 7. Теперь мы провяжем только накиды. Вот эту петлю не берите. Будем провязывать только накиды. И теперь 2 петли. В следующий столбик 7 столбиков. Еще раз повторю, не сюда, а вот сюда. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. И теперь 7 незавершенных столбиков с общей вершиной. Вот такой же. Веер или ракушка, как вам удобно. Начинаем с арки. 1. В столбик. Вот сюда. Опять повторюсь. Не сюда, под петлю, а вот сюда. 2, 3, 4, 5, 6, в арку 7. Провязываем только накиды и затем 2 петли. И в следующий столбик вяжем 7 столбиков. Вот в это место. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Все, и так вы дальше вяжете до конца ряда. То есть у вас дальше сразу в арку начнете вывязывать первый незавершенный столбик. В арку, в столбик, в арку, в столбик, в арку, в столбик, в арку. Провязала я 7 столбиков с одним накидом и с общим основанием. И вяжем 1, 2, 3, вот сюда, 4, 5, 6, 7. Провязываем только накиды. Провязываем 2 петли. И теперь вот в эту петлю нам нужно провязать 4 столбика с одним накидом. Причем, как я уже показывала ранее, я вяжу и не под петлю, она вытянется вот под эту полупетлю, а вот чуть ниже. Один, 2, 3, 4. Дальше вяжем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И одну воздушную петлю будет арка. И поворачиваем вязание. Теперь смотрим. Значит, этот столбик отходит. Этот пропускаем. А вот над этим вяжем столбик с одним накидом. Вот давайте разбираться, как над ним вязать. Вот здесь видите, петля такая. Вот нужно вводить под нее. Затем воздушная петля. И по схеме у нас получается в вершину вот этого веера надо провязать столбик с накидом. Вот здесь видно, куда вязать. Столбик с накидом. Дальше. От веера, от этого, этот столбик пропускаем, а будем вязать над вторым. Значит, делаем воздушную петлю. И вот поперечная петля и под нее вывязываем столбик с накидом. Одна воздушная. Один столбик пропускаем, под следующую петлю вяжем. Столбик с накидом. Одна воздушная. Один столбик пропускаем, под следующий столбик с накидом. Одна воздушная. Вот у нас веер. Вот сюда. Столбик с накидом. Одна воздушная. В этом веере один пропускаем столбик. И вот над следующим, вот здесь внимательно смотрите, значит, вот этот мы пропускаем, над вторым вяжем.
Вот у нас второй столбик. И прям в столбик вводим. Одна воздушная. Один пропускаем. Вот поперечная петля под нее. Одна воздушная. Один пропускаем. Под следующий вяжем. Одна воздушная. Этот столбик мы пропускаем. А вот здесь петля есть общая. Вот сюда вяжем. Одна воздушная. Накид. Здесь смотрим. Значит, начинаем со второго столбика. Этот пропускаем, над следующим вяжем. Столбик с накидом, воздушная. Один пропускаем под следующий. Вот, видите, поперечная петля. Вот под нее. Воздушная. Один пропускаем под следующий. Вот она. Воздушная. И вот сюда в центр. Воздушная. И так вяжем до конца ряда. Вот провязала я в веер столбик с накидом, одна воздушная петля. Заканчиваем. Первый столбик мы пропускаем, во второй, над вторым вяжем столбик с накидом. Опять одна воздушная. И последний столбик с накидом в петли подъема. Значит, захватите так, чтобы петля не вытянулась. 3 воздушки. 1, 2, 3. И вяжем точно так же четвертый ряд, как и второй. Повернулись, накид. Вот сюда. Вяжем столбик с накидом 1, столбик с накидом 2 и столбик с накидом 3. И сразу в арку вывязываем 1, теперь в столбик. Вот под эту петлю. 2. В арку 3. Не сюда, а вот сюда. 4, 5, 6, 7. Провязываем только накиды и 2 петли. И сразу вяжем вот сюда 7 столбиков. Вот, смотрите, куда я вставляю крючок. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Все, весь узор. На что хочу обратить ваше внимание. Вот я связала незавершенные столбики с одним накидом в количестве 7 штук. И у многих ошибка. Они провязывают сразу все петли. А этого делать нельзя. Надо провязать только столбики. И потом только 2 петли. Обратите на это внимание. Ну вот и связали мы этот узор. Вот полотно лежит свободно. Ничего никуда не косит. Вот такой симпатичный узор. Я уж не знаю, как он называется. То ли зигзаг, то ли веера, то ли ракушки. Кстати, на что еще хотела обратить ваше внимание. Вот я раньше в молодости тоже так вот первый наборный ряд делала из воздушных петель. Но теперь я уже этим не занимаюсь. Здесь я провязала наборный ряд воздушными петлями, потому что я следовала строго схеме. Для того, чтобы объяснить человеку, который меня попросил это связать. А вообще, лучше всего первый ряд этот наборный набирать эластичным, провязывать эластичным. Есть методы, вы можете найти на YouTube. Вот. И край будет лучше смотреться, а не так. И тянуть не будет. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.